скайпак, инчон, сиу. Ну что мне было делать? Надо было выживать. Всем привет, меня зовут Олеся, и я переехала в Южную Корею в 2020 году. В предыдущем видео вы могли слушать мой рассказ о визе. В этом же я хочу рассказать вам о самом перелете. Я летела Москва-Стамбул, Стамбул-Сеул, и этот вариант сработал. Потому что у меня была виза, а границы с Турцией для России, для граждан России открыты. Итак, начнем с Москвы. Аэропорт Внуково. Все как обычно. Коронавирус на это никак не повлиял. Ты должен был найти свою стойку, сдать багаж, пройти паспортный контроль, пройти рамки. На этих этапах никто не меряет температуру, вообще за этим не следит. Но все должны быть в масках, но никто это не контролирует. После того, как ты прошел все проверки, ты просто тусишь в зале ожидания своего вылета. Народу неимоверно мало, почти нет. Я прикреплю вам пару кадров. Все спокойно, магазины работают, купить продукты, какие-то duty-free тоже можно, вообще без проблем. Посадка, никто ничего не требует. Во время всех полетов ты должен находиться в маске. На первом самолете никакого соцдистанцирования не было. Все сидели как обычно, вплотную, никаких мест рядом и прочее. Вообще никто не слышал. И это был первый полет. Места не очень много, узко, неудобно. Не так, как в Аэрофлоте. Летела я Turkish Airlines, но все равно. Тебе дают еду, кстати. И из-за коронавируса есть изменения в политике Turkish Airlines. То, что ты не можешь выбирать себе еду, которую ты хочешь получить, тебе дают ее просто так, стандартную, обычную, всем одинаковую, чтобы не распространять коронавирус, дают таких пакетиках, и все. На этом этапе ничего сверхъестественного не было. Итак, прилет в Стамбул. Новый аэропорт, все невероятно красиво, как оказалось потом. Меня и еще нескольких человек, которые как раз летели в Сеул, окликнули. Ну, знаете, как работник аэропорта «Инчон, Сеул», с этим турецким акцентом жестким. «Инчон, Сеул, Корея». Я такая: «Йоу, я туда, что вам от меня нужно?» Он говорит: «Стойте тут». Ладно. Собралась команда людей, человек 10, наверное, которые тоже летели по этому маршруту. Нас отвели, дали какие-то бумажки и исчезли. Нам сказали их заполнить, и то, что они пригодятся нам типа в самолете. И мы не шли на трансфер, потому что никто ничего не сказал нам, что делать. Зачем нас собирали, если бы мы могли сами пройти весь этот трансфер без каких-либо проблем? Типа, для чего нас тогда собирали? Вручить бумажки? Мы так постояли, потупили полчаса. Потом я понимаю, что время-то... Нет часов, ну ладно. Что время-то поджимает, и что я сейчас просто не успею на свой рейс. И это было бы просто жутко обидно. Я начинаю приставать к работникам аэропорта. Что случилось? Зачем назвали? Что делать? Они такие: «Ой, мы ничего не знаем, кто вас звал». Я говорю: «Тот чувак, они пошли его искать». Всем было, грубо говоря, не до нас. Потому что я, сам везучий человек, я застала драку темнокожего и турецких полицейских. Они все ругались, кричали на весь аэропорт. Мы стоим вот так вот, такие: «Что делать?» В итоге они там дрались. 5 турецких офицеров уводили одного темнокожего. Он очень старательно дрался. Не знаю, в чем была причина, но мы не стали выяснять. И приняли решение просто пойти уже дальше на трансфер, потому что у нас есть и посадочный, и все есть. Короче, ничего не надо. И мы бежим, сломя голову, через весь аэропорт. Я не купила рахат лукум. Это было очень грустно, но ладно. Успеть на рейс было гораздо важнее. Мы прибегаем на посадку, такие: «Уху, все, мы успели, счастье есть». И там дают всем эти бумажки, которые нам дали заранее. То есть, опять же таки, зачем нас там собирали заранее, неизвестно. Дали бумажки и просили подтверждения, зачем мы туда едем. Кстати, вот там вот перед посадкой мерили температуру. Мерили, проверяли маски. И в аэропорту, кстати, в турецком, если маска вот так вот низко, то они просили ее поднять.
То есть больше внимания к этому уделяли. И для тех, у кого студенческая виза, они ее фотографировали с паспортом. А для тех, у кого есть айдишка, или если виза этнических корейцев, я не знаю, не уверена точно, то их, по-моему, просто так пропускали или тоже делали снимки. Документ, который давали, там нужно было поставить везде галочки, что да, согласен, просто подтверждение, то, что ты будешь проходить карантин. Самолет Стамбул-Сеул. Народу не сказать, что было прям полный битком самолет, как Москва-Стамбул, но тоже было довольно прилично людей. Мне повезло, у меня было пустое место рядом, а когда долгий перелет, это всегда приятно, у тебя больше места расположиться. В моем ряду было 3 места, тут сидел мужчина, тут пустое, а тут я. И тоже еду выдавали всем одинаково, поменять ничего нельзя было. Выдавали, все удобно, давали пледики, если какие-то вопросы, туда не помогали. И давали в самом начале полета еще миллион бумажек и документации, поэтому если кто-то будет лететь, подготовьте сразу ручку, потому что мне пришлось просить человека сзади дать мне ручку, чтобы заполнить эти документы. В этих документах в основном то, что ты согласен проходить карантин, что у тебя нет никаких симптомов, что ничего нелегального ты не везешь, и много нужно указать номеров, адресов, где ты будешь проходить, где ты будешь жить дальше, причина въезда, свое имя, номер паспорта. Персональная информация, все это на английском и корейском дублируется. Насчет времени полета. Москва, Стамбул, часа 2,5-3, наверное. А Стамбул, Сеул, 9 часов 45 минут. Это я почему-то очень четко запомнила. Насчет меня, я весь полет почти проспала. Первый час я заполняла документы. Остальное время я спала, ну там просыпалась, засыпала. И под конец, последний час, я уже не могла спать. Я видела вот эту карту, где вот этот самолет через весь мир, и что он уже вот тут вот, Корея, Сеул. Я такая, осталось немножко, чуть-чуть. Я просто от ожидания, от вот этих вот эмоций не могла успать и просто смотрела в окно, слушала музыку, думала о жизни и всем прочем, а что вообще происходит, что мне делать дальше. О том, что мне делать дальше. По прилету, кстати, если у вас есть возможность, берите места впереди самолета, потому что по прилету нужно просто ломиться, бежать, потому что там очень много пунктов проверок. Если ты вначале, ты, естественно, быстрее пройдешь, тебе же лучше. Первый пункт проверки. Тебе меряют температуру, спрашивают, где ты будешь жить. Что ты тут делаешь? Берут номер твой, и если ответственного человека, который у тебя есть, корейский должен быть, если нет, то я, честно, не знаю, что с этим делать. Меряют температуру в ушах, специальный прибор, немножко непривычно для русского человека, ну, для большинства хорошо. Пишут температуру, отправляют тебя дальше. Ты идешь дальше, встаешь в очередь на следующие пункты. В этой очереди к тебе подходит работник, просит установить приложение специальное, мобильное. В этом приложении ты указываешь, опять же, свои персональные данные, где ты будешь проходить карантин и что оно работает. Ты должен это подтвердить. Потом там есть такие столики, работники сидят. Ты садишься к ним такой: здравствуйте, всем привет. Они опять тебя спрашивают миллион вопросов, проверяют, работает ли приложение, просят заполнить первые. В этом приложении там 4 симптома, что ли, надо вводить. Температуру тела, есть кашель, озноб, боль в горле, в носе, в легких. Ну, вот такое. Там везде нет, надо поставить, ну, в лучшем, хорошем случае. Они проверяют, что все работает, звонят по корейскому номеру, проверяют, работает ли он. После этого пункта тебя проверяют, тебя ведут на другой пункт, коронавирусный. Там уже больше документации. Там, наконец, спрашивают про твою визу. Просят оставить отпечатки пальцев, сфотографироваться. Опять проверяют, кстати, корейский номер. И они печатают еще один тебе документ, что да, не подтверждаешь, что ты там-то, что ты согласен, опять расписываешь, что ты никуда не сбежишь, просидишь 2 недели. В общем, все примерно об одном и том же. Вот честное слово. Они дают тебе бумажку, и с этой бумажкой ты идешь уже непосредственно на паспортный контроль перед выходом самым. Они опять же таки все сверяют быстро, ну как, относительно быстро. У меня все заняло, все эти процедуры заняли 2,5 часа, наверное, после прилету. После того, как ты прошел эти пункты, то ты проходишь на получение багажа. Господи, как я получала свой багаж? У меня очень был тяжелый чемодан. Кстати, на Turkish Airlines, по крайней мере, на мой рейс 30 килограмм было. Я такая: господи,
с этим чемоданом, у меня еще рюкзак, толстовка, куртка, ну, короче, дофигища вещей. И мой чемодан как-то попал, что он был за решеточкой немножко, то есть ограждение, вот так вот. И я думаю, господи, как я буду его поднимать вообще? Я кладу все свои вещи на пол, потому что понимаю, что с ними я, ну, вообще без шансов. Я начинаю перелезать через этот заборчик, так наклоняться аккуратно, чтобы хотя бы поднять свой чемодан. Это у меня выходит очень плохо. Реально, вот если камеры будут пересматривать сегодня, они будут угорать надо мной. В итоге это, слава богу, видит все работник аэропорта, уборщик вроде бы. И он такой, вам помочь? Я говорю, да, конечно, пожалуйста, помогите мне. Он достает мой чемодан, ставит его, я такая, слава богу. Что делала дальше я? Я пошла поменяла валюту, ну это уже кому надо, кому не надо, в местную валюту, воны. Евро я меняла на воны. И потом опять ты складываешь еще документы, что ты ничего нелегального не ведешь, но это они просто собирают уже в коробочку. Кажется, это самое менее важное из всех их этих проблем. А, еще, кстати, на каком-то этапе, на третьем, где после столиков, там печатают бумажку, что да, въезд разрешен, тип визы и дата. Это так. После того, как ты получил свой багаж, ты проходишь через еще одних чувачков, которые клеят тебе такую меточку на одежду. Она была красного цвета, наверное, не все красные, вообще без понятия. Ты идешь дальше. Совет, если вы будете проходить 2-недельный карантин где-то в отеле, купите себе что-нибудь поесть, потому что это просто совет на выживание. Я купила только бутылку воды и сожалела об этом. Надо было взять что-нибудь еще вкусненького. После того, как ты прошел часть аэропорта, у тебя есть 2 варианта. По-моему, это всех касается. 2 варианта для приезжих. Ты либо берешь такси, либо ты пользуешься автобусом. Нужно понять, какой у тебя город, район, куда ты едешь. Вообще, в общем, знать информацию, уметь читать на корейском крайне важно тут. Реально, я когда приехала, вот особенно с транспортом разбиралась, это было просто вспомнить весь корейский, который я знаю, за 2 минуты, потому что по-другому это нужно было для выживания, по-другому бы я не выехала. Я нашла стойку, которую мне нужно, информационную. Они говорят, что в ваш район есть автобус, вот он типа через полчаса, 20 минут. Я такая, а что насчет такси? Они говорят, такие, так, смотрят, водителей нет в мой район. Я такая, окей. Беру автобус. Цена автобуса в мой район составила 16 тысяч вон. Если бы я ехала на такси, 70 или 80 тысяч вон. Цена, опять же таки, зависит от районов. Ну, то есть разница в цене есть, и она довольно большая. Чтобы купить билет на автобус, мне потребовалось выйти через определенный выход. Чемодан можно было оставить у стойки информационной, найти выход. Я сначала тыкала в экран, думаю, ну, наверное, мне тут надо покупать это. В итоге нет, я обошла стойку, там сидела женщина, которая по-английски нет. Она от меня что-то хотела очень сильно, я этого слова не знала. Я пишу, мне вот сюда! Такой-то отель, такой-то район, всю... Она поняла, но что-то ей нужно было еще. Что ей нужно было? Ей нужно было то, что мне дали уже в аэропорту, подтверждение моего карантинного учреждения. Я дала ей всю стопку документов, она там нашла, такая, все, ок, продала мне билет. Я уже, честно, думала отчаяться и уйти оттуда, ну, потому что я не понимаю, что она меня хочет. Я купила билет, подхожу опять к информационной стойке, и мне пишут название там отеля. Этого автобуса, видимо, он едет в каком-то направлении, там есть несколько остановок. Я спокойно дождалась своего автобуса. Кстати, автобус очень удобно, просто удобнее, чем в самолете. Ну, я не знаю, это понятнее или нет. Ну, короче, очень комфортно, такое места много, такое мягкое. После такого длительного перелета это, конечно, кайф. И группу людей, которые собрали на этот автобус, внутри аэропорта выводят на улицу к автобусу, и там нужно положить свой чемодан в автобус. Это было бы очень сложно, если бы я не напрягла корейца. Но что мне было делать? Надо было выживать. Я попросила помочь одного парня, он мне сразу, ну или не сразу, я не знаю, помог, закинул мой чемодан, я такая, безумно благодарю, там в поклоны, все вот это вот все. Захожу в автобус и наконец-то расслабляюсь, понимаю, что да, официальная часть почти закончилась, что я почти у победного учреждения, где я буду проводить 2 недели. Остановка, кто-то вышел, следующая остановка, кто-то еще вышел, и они такие, отель, скайпак. Я такая, да, это мое. Выхожу, и еще 2 китаянки вроде бы. Тут уже мне пришлось самой доставать свой чемодан, потому что тот парень сидел в автобусе. Я достала этот чемодан, ждала остальных людей.
но они сказали, заходите в отель. И я такая, такс, обгоняем китаяночек. В итоге я зашла первой из автобуса, из нас 3 в отель. Заходить можно в отель только по 1 человеку. Да. Тебя присаживают на стул, ты опять заполняешь документы, что ты согласен, со всем ознакомлен, расписываешься везде, проверяешь свои данные, оплачиваешь. Кстати, просто забрали карточку, они такие, кады, я такая, держите мою карточку, оплатили без каких-либо паролей, сняли деньги, я думаю, окей. Они дали мне карточку от номера моего, сказали подниматься на этаж, и также уточнили, нужен ли мне ужин. Я сказала, что да. Мне еще дали ужин, и я пошла в свою комнату. А дальше про карантин в следующем видео. Также я сейчас ставлю видео своего перелета, вообще всего процесса, который я сделала для Инстаграма. К сожалению, музыку мне, скорее всего, придется там заменить, потому что авторские права. Но вы сможете все равно посмотреть оригинал в моем Инстаграме. Вот так профиль называется, списан. Так что да. Можете перейти там, задать мне какой-либо вопрос и вообще связаться, то все это в Инстаграме. Спасибо, что посмотрели. До скорого!